Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу рассказать, как читать схемы Фриволите, а также немного поговорить о типичных сокращениях, которые могут использоваться в текстовых пояснениях к схеме на русском и английском языках. Если вы знаете, какие обозначения используются в других языках, вы можете поделиться вашими знаниями в комментариях. Думаю, все, кто любит Фриволите, и я в том числе, будут очень признательны вам за это. Я уверена, что вы уже пробовали найти схемы в интернете и знаете, что их огромное количество. Но, к сожалению, схемы не всегда сопровождаются подробным текстовым описанием, и не всегда очевидно, особенно для начинающих, как же вязать по этой схеме. Поэтому я предлагаю рассмотреть несколько схем и варианты их описания. Как правило, кольцо схематично изображают в виде капельки или в виде кружка, так как именно такие формы мы можем придать кольцу. Дуга же всегда изображается дугой. На некоторых схемах начало работы обозначается жирной точкой или стрелочкой. Если вы видите, что цифры на схеме идут по порядку, скорее всего они означают порядок выполнения элементов. То есть на этой схеме мы сначала выполним кольцо, затем дугу, потом еще одно кольцо и еще одну дугу. Далее логично было бы продолжить и обозначить следующее кольцо номером 5. Но так как эти кольца и дуги идентичны предыдущим, то в схемах их порядковый номер могут опускать. Как только в схеме появится новый, чем-то отличающийся элемент, он будет указан последующим номером. Тут мы видим его под номером 5. Если работа состоит из нескольких рядов, то номер элемента может состоять из двух цифр. Например, 1.1. Первая цифра обозначает номер ряда, а вторая – номер элемента в этом ряду. Такая схема показывает нам, как расположены элементы относительно друг друга и порядок их выполнения. Более подробная схема будет выглядеть примерно так. Здесь уже в саму схему добавлены пико и количество узлов между ними. Порядок выполнения элементов могут обозначить буквами по алфавиту, чтобы не путать цифры с обозначением количества узлов. Пико обычно обозначается черточкой или петелькой. Соединительное пико, как правило, по размеру меньше, но это на схемах обычно никак не изображают. А вот если какое-то декоративное пико значительно больше остальных, то на схеме могут сделать более длинную черточку. Давайте теперь рассмотрим варианты текстового описания данной схемы. В описаниях на русском языке кольцо обычно обозначается буквой К, дуга буквой Д, а пико буквой П. Иногда перед элементом ставят цифру, которая указывает порядковый номер. Затем ставят двоеточие или берут описание элемента в скобки. Для обозначения соединительного пико возле буквы П часто ставят черточку или звездочку, или просто точку над самой буквой или рядом. Иногда такое пико обозначают буквами СП. Именно такое обозначение использую я. В английских источниках кольцо обозначается буквой R от слова ring – кольцо. Дуга обозначается буквами CH от слова chain. Пико обозначается буквой P от слова picot, что обозначает пико. В английских описаниях встречается и обозначение узла Фриволите. Это буквы DS – double stitch. Перед обозначением элемента также может указываться его порядковый номер. К сожалению, единой системы обозначений нет, поэтому вы можете увидеть различные варианты обозначения соединительного пико, но кольцо и дуга, как правило, обозначаются одинаково. Как в русских, так и в английских описаниях читать схему нужно слева направо. Помимо основных обозначений, очень часто в описании на английском языке в конце ряда вы можете увидеть буквы RW. Это означает, что работу нужно перевернуть перед фиксирующим узелком. Или же буквы DNRW, что означает не переворачивать работу. Как правило, если нет обозначений переворачивать или не переворачивать работу, то после кольца или дуги следует перевернуть работу. Это, конечно же, далеко не все обозначения, которые вам могут встретиться. Каждый автор привносит что-то свое. Если вы смотрели мои мастер-классы, то знаете, что я в своих схемах проставляю только порядок выполнения элементов, а уже количество узлов и пико проговариваю в видео и показываю, как узлы будут располагаться на игле. При таком изображении читать описание надо справа налево. Если вы нашли такую схему без каких-либо дополнительных обозначений или описания, или подробного мастер-класса, как на моем канале, то, конечно же, придется поэкспериментировать с разным количеством узлов, чтобы получить нужный результат. Через какое-то время, после того, как вы набьете руку, вам уже будет легче понять, сколько же узлов нужно набрать для того или иного элемента.
Ну что ж, это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Если вы хотите узнать побольше о сокращениях, которые используются в английских схемах, в описании под видео я оставлю ссылку на словарь терминов, которые я собрала на просторах интернета и в различных журналах. Если что-то непонятно, пишите, будем разбираться вместе. И не забывайте нажимать кнопочку лайк и подписаться, если вы хотите, чтобы я продолжала снимать видео для вас.